Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что ж, наша серия сегодня с Зилом утопленником, Ихтиандром, как только вы его не называете, но самое главное, что он скоро уже, надеюсь, поедет. В этой серии, возможно, мы его уже запустим на раме, наш мотор, и посмотрим вообще, способен ли он двигаться, потому что мы этого вообще не знаем. Может, там раздатка в клине и т.д. и т.п. Тысяча, может быть, всяких причин. Поэтому вам приятного просмотра. Обязательно поставьте лайк нашему видео, чтобы продвигать наши видосы. Ну и присаживаемся поудобней, заварим чаек, печенюшки, все как вы любите. Ну а мы начинаем. Приступаем к покраске наших деталей, которые будут установлены на наш зилок. Радиатор, всякие там жалюзи, еще что-то там было. Радиатор, жалюзи, Карлсон. Карлсон еще, да. Карлсон нужно покрасить в какой-то необычный цвет. Он должен крутиться красиво. Ну, значит, в голубой его покрасим. Ну, это связано, темно-синий. Да. В цвет кузова Зила. В цвет кузова Зила. Хочется поскорее уже поехать на нашем зилке, но, естественно, сначала нужно поремонтировать и обслужить нашу машину. Если, друзья, и вы хотите ездить на вашем автомобиле без проблем, то вовремя обслуживайте. А если хотите найти оптимальную стоимость обслуживания, то заходите на сайт autospot.ru. Неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все автомобили. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь всего выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами. Всегда проверяйте актуальные цены на Автоспот, ведь разница может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы. А это, как вы понимаете, немало. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией у вас будет полный порядок. Выбираем лучшее предложение и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Ссылку на Автоспот я оставил в описании. Для того, чтобы скидки всегда были под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот, которое полностью повторяет функционал сайта. Заходите на autospot.ru и пользуйтесь. Ну а я продолжаю заниматься нашим Зилом Ихтиандром. Все детали радиатора покрашены. И мы приступаем к сборке. Обязательно все смазываем, естественно, даже специальной немецкой смазкой. Для нашего Зила ничего не жалко. Вот, наша задача сейчас это все собрать. Радиатор я не знаю, сможем ли мы установить, потому что погода нам абсолютно не дает работать. Вот такие дела. Так что собираем потихоньку, обязательно все смазываем. Вот, и Зил будет выглядеть очень красиво. Пропеллер красим в цвет кузова Зила для того, чтобы ему крутилось легче.
слоя места. Еще чуть-чуть. Хороший был вентилятор, стой. У тебя не получается выше чуть-чуть? О, вот накрепление вот здесь. Ну что-то стоит вот. Ну, как вот здесь в раму упирается, походу. Ну вот, закинули радиатор. Все, красота какая, а? Ну, прелесть. Можно потихоньку дальше собирать. Юра уже уехал, огромное ему спасибо за помощь. Ну, а мы дальше продолжим своими силами потихоньку собирать наш мотор. Конечно, мелочи, которые нам предстоит сделать, они отнимают очень много времени, как всегда. Но потихоньку сделаем, соберем. Начал я здесь разбираться с топливной системой. У нас в этом баке в основном нашем два заборника имеется. Вот один, там чуть дальше второй. Вот этот первый заборник, он идет на ПЖД. А второй заборник наш рабочий, можно так сказать. С этого заборника трубка идет. Стоять, это я фильтр уже открутил, отстойник. Сейчас покажу вам. С заборника трубка идет на кран, распределяющий забор топлива либо с этого бака, вот, либо с основного. У нас сейчас включено, я так понимаю, с основного бака. И потом трубка вот эта возвращается уже в топливную систему, а именно на топливный фильтр вот отстойника, грубой очистки. Я его сейчас открутил. Нам нужно посмотреть, что там в нем внутри. Вот так он выглядит. Поэтому сейчас разберем его, почистим, помоем. Вот такая у нас будет задача. Здесь, правда, вот была срезана резьба. Подкладывали тряпочки уже. Поэтому пока не знаю, что делать с этим корпусом. Возможно, он уже не выживет, потому что здесь должна быть четкая резьба, чтобы не было подсоса воздуха. Но, тем не менее, разберем, посмотрим. Где-то у меня был фильтр такой, по-моему, камазовский новый. Сеточка. Но здесь вроде ничего критичного. Немножко есть чачи, вообще немного. Когда-то очень давно я покупал вот такой новенький руль на КамАЗ. Вот фильтр человек прислал. Сейчас откушу его и поставим новый, потому что тот явно не пригоден. Так, ну вот, фильтр я установил. Здесь раму загрунтовал под фильтр. И сейчас буду закручивать вот эти наши штуцера. Новые медные шайбы. Все почистил. Все должно быть аккуратненько и красиво. Собираем. А еще, друзья, хотел с вами поделиться одной большой проблемой. Зрителям на Бусти я рассказывал. Но кто-то у нас стыбзил два глушака. Вот, которые как раз идут вот от этой части. Которые, ну, наверное, невозможно достать просто так. Вот, и мы все обыскали, не нашли. На исходниках я смотрел, они лежали на вот этой вот первой части, в аккумуляторном ящике, который у нас стоял на зиле. Но потом они куда-то исчезли. Не знаю, не хочу никого обвинять, может быть, мы куда-то засунули. Я просто не верю, что, ну, могут люди прийти вот так и украсть. Для меня это немножко дико, если честно. Но, тем не менее, ничего страшного, мы сварим новое. Но пока что сварка занята, Юра там занимается БРДМом, ну а я здесь пока что копошусь вот по этой всей мелочевке. Ну, не знаю, почему я взялся за топливную, так как бы побаивался ее, может быть, потому что непонятно, два бака, эти все нужно соединить, все посмотреть, чтобы нигде не сосало воздух, это очень ответственное дело. Ну, продолжаем, закручиваем штуцера. Да, и совсем забыл остановиться на этом моменте. Вот оно, качество СССР, да, чугун. Чугунный корпус с качественной резьбой, а вот качество уже более постсоветское. Алюмишка, резьбе капут, ну такое себе. Хотя вот эти корпусы, они, блин, подсасывают воздух, а вот этот алюминиевый, я думаю, он не так подсасывает его. А все потому, что здесь по-другому сделано уплотнение в две плоскости с резинкой. А на том, на советском чугунном, иногда возникают нюансы. То есть нужно всегда очень тщательно следить за резинкой. Следующее, что я бы хотел сделать на нашем зилке, это глушитель. Да,
Очень долго я откладывал это все, откладывал, потому что надеялся, во-первых, что найду все-таки наши глушители, которые таинственно исчезли. Ну, а второй фактор, что это все-таки такая нудная работа, потому что нам нужно изогнуть глушитель в 5 плоскостях. Там места вообще нету, пока еще не знаю даже, чем это все закончится для нас, какими приключениями. Но будем надеяться, что у нас получится все. Вчера я уже немножко подгонял. Водительский глушитель нету проблемы, там буквально 2-3 изгиба и все хорошо. А вот пассажирский это безумие, то есть там нам придется повозиться. Но, тем не менее, хорошее настроение, пока солнышко светит, все хорошо, тепло. У нас как раз здесь тенек, так что будем заниматься. Сейчас вам покажу, что я уже успел сделать. Ну, а успел я распилить 2 глушителя зиловских 131 зила и немножко подогнал здесь уже. Вот они лежат, одна часть. Сейчас буду прихватывать. Вот, это водительский глушитель. Но с пассажирским здесь, конечно, немножко трэш. Дожди дают о себе знать. Постоянно. А пассажирский у нас, друзья, тут вообще жуть. Вот, он полностью здесь в клине между рамой и поддоном. Он даже будет создавать, я думаю, вибрации потом. Но я постараюсь его сделать максимально отодвинутым от рамы. И у нас будет там зазор буквально 5 миллиметров. Вот. Но ничего не поделаешь, здесь вообще вариантов нету. Вот. Сейчас буду пробовать прихватывать и потом как-то это все дело стыковать. Вот. Варить можно только на месте, потому что, ну, прихватывать как минимум. Вот. И скорее всего, что на той стороне, там уже на той стороне двигателя нам придется варить прям на месте. Как это что будет, я пока не представляю. Но верю в успех. Начинаем работать. В результате долгих примерок получился вот такой вариант. Ну, это все нужно обварить. Но вроде как становится. Сейчас еще раз. Вот, прихватил посильнее. Здесь прихвачу посильнее. И попробую ее установить. Если все станет, обвариваем полностью. Только так. По-другому никак. Потому что буквально миллиметр туда-туда уже все криво. С этой стороны я собрал вот такую змейку. Но сейчас включил камеру и понимаю, что у меня проблема. Да, я, скорее всего, не смогу вниз ее опустить, чтобы снять, чтобы обварить вот эти швы. Ой, блин. Ну, ладно, сейчас попробуем. Может, она в бок так вывернется немножко. Сейчас буду пробовать. Но расстояние там есть, вот видите, ну, буквально там, я не знаю, видно вам, не видно. 5 миллиметров это максимум. Вчера болтики смазал маслицем, теперь они вот идут хорошо, можно сказать, от руки. Это упрощает задачу. Доступ к этим болтам еще более-менее. В принципе, с той стороны тоже нормально. Ну, теперь ответственный момент. Опа, 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 опа. Опа, опа. Мамма мия. Ну, это просто миллиметражи. Чтобы вот так повезло и это все вылезло, это удача нужна, прям, мама, не горюй. Отлично, значит, здесь сейчас обвариваем все аккуратненько. Ну, а эту часть нам придется варить на месте. Это будет жуть. Но вариантов нету, просто-напросто нет. Вот таких 2 глушителя у меня вышло. Все, по-моему, красиво смотрится, отлично.
Вот здесь тоже такие со вставочками, но по-другому никак. Там с освещением тоже. Так, ну этот глушак я могу даже устанавливать. А вот этот нам еще нужно будет сюда создать одну часть и потом только обваривать на месте. Как-то пытаться. Вот этот глушитель, это водительский, я вставлю. Он сюда вот станет. Здесь с коробкой у него зазорчик там тоже 5 миллиметриков. Но ничего не поделаешь. Так устроена тут вся эта наша конструкция, блин. Хотя, возможно, нам нужно этот убрать, глушитель, чтобы было удобно подлезть сваркой. Но я хочу и просто, чтобы когда варить, чтобы у меня тоже было понятие, где эта труба установлена, чтобы я мог, ну, располагать, как мне удобно. Поэтому все равно нужно примерять. Ремонт глушителей — это всегда 10-15 примерок, вот туда-сюда. Тот, кто сталкивался с глушителями, он знает. Потихоньку варю. Использую, кстати, обратите внимание, систему внутреннего провара. Я так видел, теплотрассы варят. И работает это. То есть, если нет доступа, изнутри провариваешь и потом снаружи завариваешь. Ну, больше отверстия, где есть доступ. Вот у нас здесь есть доступ, так что все получится. Единственное, видите, очень сильно уменьшился диаметр выхлопной. Но ничего не поделаешь. Полдня у меня ушло на это все. Это ужас какой-то. Но ничего страшного, зато будет сделано. Все, заварил, блин. Думал, если честно, будет дольше, но как-то повезло. Осталось мне только вот зажать хомут. И все. Это сейчас сделаем. Засуну верхний глушак еще. Потом будем все это зажимать, обжимать. Зазор до рамы 4. Какие 4? Там 2, наверное, миллиметра. Но если вдруг будет греметь, то можно просто взять монтажкой и сделать там зазорчик. Ну, согнуть трубу. Я думаю, это решаемо. Прикручиваю коллектор и вспомнил сон, который мне приснился сегодня ночью. Он был связан с зилом. Я уже собираю тут все готовое, заливаю воду. А у него из-под головок начинает вода плыть просто вот ручьем, так прямо из-под прокладок. Интересно, я так испугался, думаю, бляха, опять все это разбирать, снимать. Ой, не дай бог. Мне фактически вот осталось прикрутить коллектор и там зажать 2 круглых хомута, и все. У нас будет выхлопная система готова. Щуп я так и не могу найти. Заливную крышку я нашел, позвонил Леше. Леша говорит, так мы же ее красили где-то на проволочке. Я вспомнил, она упала, и поэтому я ее не мог найти. Вот, вы часто спрашиваете, где Леша. Леша сейчас трудится на комбайне, вот сезон отработает, надеюсь, приедет опять к нам в гости. Подлазить в этой машине вообще неудобно никуда, нету ни одного элемента, куда ты легко подлез, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день. Ну, везде сбиваешь руки, я уже здесь ключ сорвался, сильно руку разбил. Но такая машина, знаете, интересная очень машина, но эксплуатировать ее в повседневе, зарабатывать деньги, это нет. Это должно оплачиваться очень-очень дорого. Вот. Все, наконец-то с глушителем у нас все. И мы можем дальше продвигаться к запуску нашего ZIL эксклюзив. Ой. Так, берем комплект инструмента и идем собирать зилка. Здесь головки всякие. И вы знаете, хочется просто в магазине купить сразу 15 головок на 7, на 10, 15, чтобы ходило так по гаражу и ногами. Вот куда ни сунул, везде были эти головки, которые постоянно не найти. Вот, так что все отлично. Сейчас начинаем потихоньку собирать. Что я здесь вижу? Вот нам нужно прикрутить крепление. И здесь потихоньку хомутики. Ага, маслица нужно обязательно. Потихоньку собирать хомутики обратно. Ну, в принципе, тут по чуть-чуть все сделается. Снимать нужно обратно коллектор, чтобы поставить наши тросики управления газом. По-другому здесь никак не соберешь. Ну, сейчас будем потихоньку все это до кучи собирать. Вот этот туда,
Такие шланги здесь не очень красивые, блин. Посмотрим, может этот и поменяем. А эти вот еще в хорошем состоянии. Они будут служить еще годами. Эту сторону я уже подсобрал немного. Там прикрутил недоступные патрубки на антифриз, датчик давления масла. Здесь по мелочам еще подсобрал. Вверху подсобрал антифризные патрубки. Также начинаю эту сторону делать. Тоже здесь, пока разберешься, ничего не помню. Вот эту прикрутил. Еще нам нужно прикрутить... бляха. Косяк я утворил. Надо было сначала эту трубку завести. Сейчас из-за этого я не заведу. Вот хорошо, что вам включил камеру показать. Вот, потому что эта трубка должна идти вот туда на насос. Ой, вот вместо вот этой вот на подкачку. Она вот там идет, насколько я понимаю. И, видимо, я поспешил, блин. Ну, это не критично. Сейчас открутим. Также нам предстоит здесь установить гидроусилитель, подсоединить патрубки, вот эти зажать патрубки. Там на масляный радиатор патрубок, на слив тоже нужен патрубок. В общем, тут еще возиться и возиться с этим всем. Вот, подключить электрику, проводку, здесь на генераторы вот это вот тоже подсоединить. В общем, буду потихоньку продолжать сборку. Хочется собирать голыми руками, но не могу, просто везде все торчит, везде за все цепляешься, ну невозможно, блин. Все говорят, что людоед это краз. Не, краз не, вот этот людоед, вот это людоед. Поцарапал все руки, просто ужас. Но потихоньку продвигаюсь. Там я переделал, действительно мне пришлось убрать тягу. Ну, вот так вот из-за того, что, как бы, ну, не помнишь, уже 3 месяца прошло, да, как мы его разбирали, наверное, может, там 2,5. И, ну, забываешь все, как что было, поэтому приходится заново восстанавливать в памяти. Макита постоянно выручает, с ней гораздо быстрее. Сейчас я взял головочку на 10, дрынь, и все. 3 секунды, блин, и все готово. Как я не раз уже говорил, восстанавливая вот такие вот машины, тебе приходится уметь делать все. Быть и электриком, и механиком, и сварщиком, и кем только ты не вынужден здесь быть. Но я-то на заводе электриком 20-ку оттарабанил, так что для меня это ничего не страшно. Как и сварщиком, как и кузовщиком, и покрасчиком. Главное, хорошее настроение. Тогда все получается. И никуда не спешить. Спешить ни в коем случае нельзя. Иначе будут постоянные косяки. Берем Юриса изоленту. Ее я использую в редких случаях. Берегу постоянно. Но дело в том, что здесь у нас термонагруженная такая часть. И провода тоже страдают. Экранчика нету никакого. Они вот подходят к стартеру. И здесь все так плотненько. Вот поэтому нужна хорошая изолента. Нам тоже придется разбираться в системе вот этого запуска 1224. Вот, потому что я вообще не знаю, как это что устроено и как это что работает. Ну, может быть, где-то найдем какие-то схемы. Там даже книги у меня есть какие-то по этой машине. Поэтому, ну, возможно, будет легче. Не хватает нам шланга вот отсюда до радиатора. И я его нигде найти не могу. О, кстати, нужно
сразу поставить вот этот шланг. То потом забуду. У нас небольшой парково-хозяйственный день. Сегодня отвезем там металлолом скопившийся, также стиралку отвезем в металлолом. В общем, наводим порядок. Будет все аккуратненько выглядеть. В гараже уже навели. И вокруг сейчас тоже собираем здесь больше. А все почему? Потому что к нам едут гости. Гости хотят снять про нас небольшой сюжетик. Поэтому, ну, немножко готовимся. И такое своеобразное отвлечение от постоянного ремонта ЗИЛа. И для вас тоже в том числе. Так, это нам надо. Это надо. Не, это не надо. Это... Блин, тут выбрасывать нечего, Дима. Все нам надо. Что делать? Ой, закрывать глаза и плакать и грузить. Это Юра, что ли, саленблоки какие менял, блин? Опа, смотри, советская чесночница. Блин, ну что, на алюминий сдавать? Смотри, как классно работает. Не будем сдавать. Ай, ладно, сдадим. Загрузили металлолом, выехали. Ну, сейчас здесь недалеко нам сгонять. Сдадим. Интересно, сколько мы поднимем денег. Но на самом деле там не будет много, потому что, ну, мы так с большего закинули, чтобы не пустыми ехать, можно так сказать. Ах, КамАЗ, звук мотора, это всегда завораживает. И вот туча воспоминаний, когда мы маленькими катались на этих КамАЗах, возили силос на сельхозниках, и мы с этим КамАЗом, здесь обязательно вот шапка должна была быть на рычаге. Я не знаю почему, но она всегда здесь у водителей была. Ну, шапка, там, кепка. Вот, то есть, ну, интересно было, такие времена классные. Вот такая у нас дорога, рисует разметочку, все хорошо. Ну все, движемся дальше. Все, погнали. 125 рублей, как раз нам на топливо хватит. Почему бы нет? Короче, алкаши, трэш, ужас. У нас сейчас идет процесс съемки. Здесь профессиональный оператор. Там у нас звукорежиссер, видеооператор. Ну и мы тоже стараемся быть в тонусе и снимать для вас, в том числе, интересные видосики. Так что ищите про нас информацию на сайтах и в интернете.
Отобрал профессиональную камеру, как я смотрюсь, а, друзья? Немножко прокатили на АТСе наших друзей. Я думаю, им понравилось. Очень понравилось. Как на море побывал, только покруче, конечно. С такой техникой вообще ничего не страшно. Соединяем масляный радиатор. Для этого откручиваем шланг с поддона и устанавливаем вот этот заводской шланг с защитой. То, что надо. Так, сейчас устанавливаем сюда на антифриз патрубок и потом будем закидывать насос гидроусилителя. Шланги на слив я уже поставил, тут зажал. Ну да, мы можем смело уже здесь запаковывать эту часть. Патрубки оставляю оригинальные, хомуты тоже оригинальные, просто смазываю их пушечным салом в нашем случае. Но можно и мовилью мазать, я тоже мовилью люблю мазать. Подсоединил помпочку, начал прокачивать топливо. И оно у нас идет очень страшное, смотрите, желтое такое, возможно даже с водой. Вот поэтому решил попытаться слить старое топливо, зальем свежее. Я так понимаю, вот здесь сливное отверстие. Откручиваем, потому что на этом топливе запускать не хочется. Тут непонятно, что тут. Здесь и вода может быть, что угодно. У нас вся магистраль чистенькая, поэтому начнем с того, что очистим бак, сольем старое топливо. Интересно, много его там или нет. Ну так я смотрел, там особо немного. Вряд ли тут его будет много. Вот, пошло. Здесь, кстати, специальная такая штука, чтобы сливать. Надо ее почистить. Это удобная вещь. Ну вот этому топливу очень много лет. Очень много. Слилось у нас порядка 10 литров. На свежем топливе ЗИЛ будет работать просто идеально. Нам осталось попробовать залить воду. Сейчас вставлю грушу эту, закачаю топливную систему. И притащим аккумулятор и будем пробовать запускать. Посмотрим, что с этого выйдет. Начал потихоньку прокачивать топливо. Там на моторе я поставил кастрюльку, в нее все топливо сойдет. Но здесь сейчас пока еще наполнится у нас вот этот вот отстойник, вся магистраль. Нужно покачать будет. Но поспешил я с запуском. Я совсем забыл, что у нас еще не установлен цилиндр сцепления. Он, кстати, приехал. И еще нам нужно посмотреть масло в коробке. Но масла у меня нету запасного, к сожалению. Поэтому придется... Но я во время обеда съезжу, куплю масло. У нас здесь работы еще хватает. Соберем сцепление. Да и коробку саму еще нужно собрать. Ведь у нас даже рычага нету. Он там стоит. Сейчас я помою привод. Подготовлю все к установке. Потом сольем масло и зальем свежак. Вот видите, что там в трубке? А в трубке там, как обычно, осиная задница. Это хорошо, что я решил вот так вот прокачать. Сидит уже там что-то. Сейчас достанем.
Прикрутил подачу, начал создавать давление, и у нас поплыло вот там. Вот здесь шланг, кусочек шланга какой-то там. И как туда долезть, я пока не представляю. Сейчас буду пробовать. Но так на вытянутой руке могу достать. Сейчас попробуем. Поплыло парами сюда все. В общем, залило солярой. Поменял я этот шланг, но это полчаса времени потерял. Вот там он стоит. Такой красавец. Чуть покороче он теперь, но там разницы нету. Топливную прокачал, подкачал вот этим вот насосиком. Не знаю, работает он корректно или нет. И сейчас уже заливаю воду. Первая вода наша. Мы ее еще не заливали, поэтому непонятно, чем это закончится. Надеюсь, не поплывет из-под головок ручьем. Так, ну и будем смотреть. Может быть, я где-то забыл какой-то патрубок. Бывает всякое. Напомню вам, что у нас большая система охлаждения. Здесь даже идут патрубки на вот здесь на подогрев топлива. То есть такая сделана северная система охлаждения и подогрева одновременно. И с той стороны стоит ПЖД под пассажиром, но, к сожалению, сам вот этот блок управления украли. Остался только котел. Ну, котел есть. Такие где-то у меня ПЖДхи есть. Можно, если что, эту систему собрать. Ну, посмотрим. Тут по электрике вопросов очень много. Еще неизвестно, что и как здесь. 3 аккумулятора, я так понимаю, должны быть установлены. Но еще пока что я ничего не пробовал. Будем чуть позже этим заниматься. Еще где-то поплыло. С краников сливных поплыло. Это хорошо. Вроде бы нормально все. Там у нас еще один сливной кран есть. Где-то вон он. Но он зажат, по-моему, да. Ну, посмотрим сейчас. Еще у нас нарисовалась утечка. Вот этот патрубок потек. К нему тоже не подлезть. Есть небольшой доступ отсюда, вот так. Ну, хомут я уже открутил. Сейчас буду срезать. И самое страшное, что здесь на трубку одето вот до сюда. То есть шланг на трубку одет прям вот 12 сантиметров. И только маленький кусочек здесь зазор. Почему так здесь сделано, непонятно. Но сейчас буду разрезать его, потому что содрать его тут это почти невозможно. Вот то, о чем я говорил. Патрубка реально надо 5 сантиметров, а его здесь хз знает сколько. Ладно. Опять все зальет, блин. Лазить невозможно будет снизу. Тоже установил длинный шланг. Поленился отрезать. Он был как раз кусочек длинный такой. Я уже думаю, пусть он остается длинный, как по заводу. Все, водичка стоит. Вроде бы больше утечек нету. Так что можно сказать, что система охлаждения у нас заполнена. И вроде бы пока что все нормально. Следующий этап — коробка и сцепление. А потом запуск. Я взял большой тазик, потому что пробка ровно на траверсу будет все это лить. Поэтому будем собирать, как говорится. Вода там вот немножко капает, но это с развала капает. Оно стекает и капает с развала. Ну так вроде нормально, нигде не плывет ничего. У меня странное чувство, что никто из вас не угадал, что оттуда ничего не польется. Здесь есть еще вторая пробка. Вот сейчас мы из нее тоже сольем. Это шланги идут на ПГУ и на коробку, на переключение повышенное-пониженное. О, здесь что-то есть. Причем не вода. Это хорошо. Пока стекает масло, я займусь сцеплением. Вот такой цилиндр пришел. Красавец. Сейчас его установим. Новый шток у нас. Станет он вообще сюда или нет? Насколько качественная запчасть. Сейчас проверим. Ну-ка. Блин, стало.
Я в шоке. Стало, причем идеально. Ну, это классно. Сейчас нужно только это все смазать обязательно. Что он не влазит по ширине. Так, меряем старый. 45. Меряем новый. 47. 47. Ё-моё. Ну, китайцы. Цилиндр установил, жидкость еще не заливал. Сейчас залью масло. Все пробки сливные закрутил. Дополнительно пролил солярочкой еще, чтобы прочистилось, знаете, что на дне обычно скапливается. Ну и сейчас, после того, как только зальем масло, установим наверх вот это вот наш рычаг. Масло залил, пробки закрутил, масло разлил на свежепокрашенную коробку. Вот канистра соскочила, все облил. Ну, тряпками вытер немного, ну, неправильно это. Как-то то ли спешу, то ли что. Но залил быстро. Помоем наш верхний рычаг, вот этот весь привод. Внутри здесь вот такая конструкция. Выработки нету, и это радует. Собрал я всю эту верхнюю часть. Также подсоединил здесь трубки обратно все. На ПГУ 2 трубки, гидравлика и воздух. И сюда тоже воздух и 2 трубки на делитель. В общем, все в принципе почти готово. Здесь уже начал заливать тормозную жидкость. Разлил полбанки, просто уронил, полез туда прокачку откручивать и пролил. Сегодня не получается нам залить ни одной жидкости, чтобы не пролить. Ну, так бывает. Что поделаешь. Ну, сейчас буду тихонько проливать ее. Пусть прокапывает. Как только система заполнится, тогда, надеюсь, мне удастся прокачать систему сцепления. Ну, а сейчас пойду за аккумуляторами. Наверное, снимем их с МАЗа. Вот, и поставим на нашего зилка. Ну, и посмотрим, что он покажет. Но вообще, я не знаю, какая здесь система. Потому что непонятно. 4 аккумулятора, 2 амперметра, один здесь, причем это 24 вольта, это 12. Друзья, произошел косяк. Я не знаю, чем он еще для нас закончится, либо катастрофой, ну, либо получится сейчас сделать. Выдавила цилиндр сцепления у нас, поплыла жидкость, и образовался вот такой огромный зазор между корзиной и выжимным подшипником. Типа либо вилка проскочила, либо что-то я неправильно сделал, когда регулировал корзину. Но у нас она, видите, сильно выкручена, то есть вот, ну, даже по болтам видно. Я сейчас попробую здесь регулировать, сниму эти стопора, попытаюсь подвести корзину к выжимному, и потом попробуем еще сцепление. Либо там что-то в новой корзине обрезало, либо я что-то неправильно сделал. Я надеюсь, что я в чем-то ошибся. Ну, не знаю. Терзают меня смутные сомнения. Ну, ладно. Сейчас попробуем отрегулировать, а потом все станет понятно. Попытался я регулировать наше сцепление и понял одну жуткую вещь. А вещь такая, что наша корзина просто заклинила там. И у нас сейчас
фактически постоянно выжатое сцепление. Потому что когда я прокрутил мотор, то вал первичный у нас стоит на месте. Я не знаю, что произошло, но это стрёмная очень ситуация. Поэтому сейчас я нашу регулировку возвращаю обратно. Вот. У нас новая корзина, напомню вам. У нас новый диск. Ну вот такая вот произошла ситуация. Я сейчас регулировку верну обратно. И нам нужно запустить мотор. И мы увидим. Возможно, отскочит это сцепление. Может быть, из-за неправильной регулировки штока слишком много корзина вдавлена туда. Но это прям плохая новость. Я даже не знаю. Я впервые с таким сталкиваюсь. Это, конечно, капец. Ну ладно, сейчас попробуем. Так, народ, собираю аккумуляторы, но что-то совсем настроения нету. Я подвихнул ногу немного. Здесь лазил на этой фигне. Здесь. Ой, так, ладно. Аккумуляторы поставил, с мазурика снял, но хочу поставить, наверное, и сюда еще надо аккумуляторы. Либо просто может удлиниться проводами, чтобы было 24 вольта и там, потому что эта машина рассчитана на 4 аккумулятора. Возможно, поэтому у нас и ничего не происходило, когда мы пытались в Пскове запустить электросистему нашу. Ну и надо сейчас запустить мотор, посмотреть, что произойдет. Чтобы он поработал, может быть, он накачает ли он воздух, ну и т.д. и т.п. Вот это нужно сделать. АКБ установил, также залил жидкость в гидроусилитель. Вот. В таком здесь это все виде. И сейчас, в принципе, буду собирать и будем запускать мотор. Скрестили пальцы, надеемся, что сцепление будет работать. Ну не должно быть такого, ну... Запускать будем напрямую, потому что пока что я не могу еще включить зажигание. Я не могу разобраться с аккумуляторами, потому что, ну, да и нету смысла. Надо пробовать запускать и восстанавливать наше сцепление. Нога, кстати, уже чуть лучше. Вообще нормально, не так все страшно. Пробуем. Великоватые обороты. Сейчас надо чуть-чуть подправить здесь. Чуть-чуть подправил, пробуем. Ну что, работает аппарат, да? Сейчас поработает, чуть-чуть заглушим. Ой-ой-ой. Масла, видимо, много налил. Через щуп выкидывает. Да. Нужно срочно щуп искать. Без воздушного фильтра он бубнит, такой звук некрасивый, а так будет шептать. Работает хорошо. Но что со сцеплением делать, я пока не знаю. Друзья, в общем, лазил я там снизу, все пытался и монтажкой, как бы назад корзину выломать, ничего не получается. Не знаю, что это за такое, но, может быть, вы вдруг сталкивались с таким, обязательно поделитесь в комментариях. Пока что на этой скучной ноте я вынужден с вами прощаться. Но я не унываю.
Если что, ну вынем обратно мотор. Самое главное в нашей жизни это здоровье наше и наших близких. Это самое главное. А остальное все делается. Так что вам я хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Ну а я с таким не очень хорошим настроением отправляюсь домой. Но наверняка во сне я что-то увижу. Какое-то решение, наверное. Не знаю. Все, всем пока. Жму руку.